Пегги Гугенхайм, меценатка, миллионерша, покровительница искусства, великая любовница. Мужчин-критиков просто подгорает. Быть искусствоведом, быть меценатом — это же не только про деньги, это про искусство и про талант. В новой квартире мы проводили потрясающие богемные вечеринки. Я ужасно боялась подцепить какое-нибудь венерическое заболевание. То есть первая часть книги про любовь, а вторая часть уже про Пегги как меценатку, как искусствоведа, как собирательницу искусства. Откуда мне было знать, что очень скоро искусство отнимет у меня $1000? Кажется, они делают фигуру пениса. Друзья, всем привет! Как помните, мой канал изначально был посвящен литературе и путешествиям, и наконец-то решила снять свое первое видео про литературу и конкретно про книги. И первое видео я хочу посвятить своей любимице Пегги Гугенхайм и конкретно ее книге «Искусство нашего века». Пегги Гугенхайм. Знаете, это имя просто во мне рождает самые лучшие эмоции и фантазии и вдохновление. Потому что кто такая Пегги Гугенхайм? Это в первую очередь меценатка, миллионерша, покровительница искусства, великая любовница. Ну, это не то чтобы самый очевидный факт из ее биографии, скорее мы говорим о ней, да, как о меценатке и любительнице, опять любительнице художников. Окей, книга про искусство первой половины 20 века, про богемную жизнь очень богатой женщины, которая решила стать черной овцой в своей богатой, влиятельной семье, решила стать отщепенцем и решила начинать собирать картины никому неизвестных художников начала 20 века. Она открыла миру Поллока, это главное достижение Пегги Гугенхайм, но кроме этого на протяжении нескольких десятилетий она и финансово содержала, и открывала галереи, и выставляла, в принципе, всех значимых художников начала 20 века, и сюрреалистов, и авангардистов. Это и Ротко, это Кандинский, это Танги, это Шагал. В общем, все люди, от имен которых у нас сейчас перехватывает дыхание, это их вдохновляла в свою очередь, и им верила в их талант Пегги Гугенхайм, когда снабжала их билетами на пароход в Америку, когда они были вынуждены бежать от Второй мировой войны из Парижа в Нью-Йорк. Она обеспечивала визы, она обеспечивала проживание, и самое главное, что она их выставляла и заставляла всех покупать их картины. Вообще, мои подружки-галеристки, когда они говорят о фигуре женщины, которая их вдохновляет, которая работала в мире арт-бизнеса, наверное, скорее всего, мои подруги говорят о Гертруде Стайн. Это наиболее частое упоминание женщины, мецената, покровительницы, арт-критики. То есть, скорее, это Гертруда, может быть, за счет того, что Пегги, мы не отождествляем себя с ней, поскольку это женщина из очень богатой, состоятельной семьи. Я немножко расскажу про ее историю. Ну, как минимум, это племянница Соломона Гугенхайма, который заработал свои миллионы на копиях, на сланцевых копиях в Америке в начале 19 века. То есть это миллионы. И даже после смерти отца, ее отец трагически погиб на Титанике. Вот, он один из тех джентльменов, который сажал женщин и детей в шлюпки, одел смокинг и пошел ко дну вместе с кораблем. Вот это один из них был отец Пегги. Он оставил ей наследство $450 тысяч. На данный момент это около $7 миллионов. Пегги стала очень состоятельной женщиной уже с момента своего совершеннолетия. Мне же Пегги импонирует тем, насколько у нее легкий дух повествования в ее книге, в этой автобиографии «Искусство нашего века», о которой я сегодня буду рассказывать. Знаете, я читала рецензии на эту книгу, у мужчин-критиков просто подгорает. Они просто в ужасе, что какая-то женщина посмела открыто высказываться о своих любовниках-художниках. Очень интересная и показательная была история, мне кажется, характерная для большинства меценатов, коллекционеров, которые так или иначе опережали свое время, была история с сохранениями картин, которых нужно было во время пришествия нацистов во Францию вывозить из Франции в Штаты. И соответственно, Пегги искала место, где можно было бы оставить картину, коллекцию уже, которую она собрала за это время, и Лувр отказался хранить ее работы. Зачитаю цитату. С картинами можно было поступить лишь двумя способами – упаковать и вывезти из Парижа, либо упрятать в подземной камере хранения. Леже сказал мне, что Лувр должен согласиться выделить мне кубический метр пространства где-то в секретном хранилище за городом, куда они отправили все свои картины.
Я поспешила снять полотна с подрамником и упаковать их, но Лувр заявил к моему отчаянию, что моя коллекция слишком модернистская и не стоит спасения. Вот такие картины Лувр счел недостойными. Кандинский, несколько Клея и Пикабия, брак кубического периода, Гриз, Леже, Глес, Маркуси, Делоне, футуристы Северини и Балла, Ван Дусбург и Модриан периода Лестейл. Из сюрреализма в моей коллекции были представлены Миро, Макс Эрнст, Де Кирико, Танги, Дали, Магрит и Браунер. Скульптуры они даже не рассматривали, хотя среди них были работы Бранкузи, Липшица, Лорена, Певзнера, Джакометти, Мура и Арпа. В конце концов, моя подруга Мария Джолас, арендовав шато в Сен-Жеран-де-Пюи близ Виши для эвакуации детей своей двуязычной школы, предложила мне разместить мою коллекцию в амбаре. Туда я ее отправила. Так, коллекция, которая на тот момент составляла $45 000, то есть все эти картины на данный момент мастеров, которые составляют тысячи, миллионы долларов, была куплена за $45 000, всех вот этих великих мастеров, и хранилась в амбаре. Я не помню, сколько времени картины там провели, но, знаете, достаточное количество времени, как минимум около полугода картины провели в амбаре, потому что Лувр признал ее слишком модернистской. Когда я об этом думаю, об отношении музеев к новым художникам, да, к художникам-современникам, мы видим, что это постоянно случающиеся истории. Лувр не принял модернистов в начале 20 века, перед Второй мировой войной. Морозова коллекцию признавали декадентским шлаком. Матисс, да, декадентский шлак. Между тем, тоже никакой музей не хотел ее принимать. Никто не верил в коллекцию Морозова. Уитни Вандербилт, когда хотела свою коллекцию представить Метрополитену, тоже Метрополитен вежливо сказал, что, во-первых, женщины не сильно интересны им как художники, во-вторых, спасибо, нам такая коллекция неинтересна. Между там была Джорджия О'Кифф, как минимум, то есть художница, которая признана звездой сюрреализма. Это же еще раз подтверждает мысль и то случившееся с Пегги, насколько музеи могут быть недальновидны, когда именно частные меценаты, частные поклонники искусства должны формировать свои собственные коллекции, не полагаясь на какие-то институциональные заведения, как музеи. Вот в чем была моя мысль. Слушайте, на самом деле интересно, что я решила записывать видео о Пегги Гугенхайм именно в этом месте. То есть это галерея современного искусства, где сейчас идет выставка о Этер Медитериен, быть средиземноморцем. И когда параллельно на соседней улице в музее выставляются картины сюрреалистки Валентины Гюго, и, в принципе, с ней было бы проще произвести связь, с учетом того, что Валентина Гюго, она выставлялась, у Пегги Гугенхайм она тоже была известной сюрреалисткой, но я все равно выбрала снимать в этой галерее, потому что мне кажется, что Пегги, как новаторше, было бы интересно в любом случае современное искусство. И так как сейчас для нас современное искусство — это этот музей, то съемку я решила вести именно в нем, потому что Пегги, в принципе, быть искусствоведом, быть меценатом — это же не только про деньги, это про искусство и про талант. И то, что у Пегги была настолько хорошо развитая интуиция и умение рассказывать, умение показывать публике затаенные таланты, в которые, между прочим, никто не верил. Ее дядя Соломон Гугенхайм, он максимально не поддерживал чаяния молодой племянницы, потому что дядя сам тоже меценат искусства, у него же тоже в коллекции выставлена современного искусства в Нью-Йорке, и при этом дядя говорил: не смей покупать картины от моего имени, ты нас позоришь, когда ставишь имя Гугенхайм на своих, на том, что ты делаешь в своих выставках. Собирай нормальных художников, а не весь этот сброд. Лоуренс считался королем богемы. Он был знаком со всеми американскими писателями и художниками и знал многих французских. В те дни они собирались в кафе «Ротонда» на Монпарнасе, но Лоуренс однажды подздорил там не то с официантом, не то с администратором и уговорил всех перебраться напротив, в кафе «Ле Дом». После этого они уже не вернулись в Ротонду. Еще Лоуренс устраивал великолепные вечеринки в квартире своей матери. На первой, где я оказалась, творилось совершенное безумие. Я провела с собой буржуазного французского драматурга, и чтобы тот почувствовал себя в своей тарелке, просидела у него на коленях почти весь вечер. В какой-то момент я получила предложение от Тельмы Вуд, ставшей потом известной как Робин из «Ночного леса» Джуны Барнс, которая для этого опустилась передо мной на одно колено. Всюду творились очень странные вещи.
В новой квартире мы проводили потрясающие богемные вечеринки. Лоуренс заставил меня купить парчевое вечернее платье от Пуаре. Теперь, когда я снова похудела, оно сидело на мне идеально. Я носила головной убор, который мне шила русская девушка, невеста Стравинского. Это была тугая золотая повязка-сетка, в которой я походила на Тутанхамона. Ман Рей, боже, когда я читаю Ман Рей, Стравинский, когда я читаю и вижу упоминания всех этих имен, просто, знаете, так небрежно рассыпанных по картине жизни в Париже, это настолько поражает воображение, потому что для нас эти люди классики, они в книге, они где-то там далеко, мы знаем их картины, мы не знаем ничего о их личности. И просто так, когда кто-то походя упоминает их имена, что меня сфотографировал Ман Рей, а это невеста Стравинского шила для меня платье, мне кажется, эта книга настолько вдохновительная, настолько приоткрывает нам реально интимную личную жизнь величайших умов классиков современности 20 века. Это великолепно. Ман Рей сфотографировал меня в этом костюме с длинным мундштуком во рту. Вышло великолепно. Я в те дни не пила и скучала на этих пьяных вечеринках. Я ненавидела, когда людей тошнило у меня дома, в особенности не выносила, когда на моей постели занимались любовью. Одна особа как-то забыла у нас корсет и вернулась за ним позже. После ухода гостей я, как моя тетка, ходила по квартире с бутылкой лизанола. Я ужасно боялась подцепить какое-нибудь венерическое заболевание. В общем, первые несколько глав — это безумное описание жизни в Париже, это молодые годы, это первое замужество с мужем Лоуренсом, который, я говорила, уже был королем богемы, который, между прочим, презирал Пегги за ее семью. Он говорил: у тебя есть только деньги, а у меня есть весь мир и все эти друзья, и все это искусство, а ты просто богатая американка, которая, мол, ничего в этой жизни не стоишь и ни в чем не разбираешься. Вообще, забегая наперед, стоит сказать, что несколько первых глав, вот, наверное, где-то до середины книги, до 35-летия Пегги, посвящены больше жизни с мужчинами, воспитанию детей, поездкам, переездам и такие больше, да, описательные про любовные истории. Потому что у Пегги вот с Лоуренсом, с первым мужем, она по итогу разводится, у нее остается 2 детей, потом у нее случается любовь всей ее жизни Джон Холмс, она с ним проводит 10 лет, то есть это тоже романтические отношения. После этого у нее случается еще последний любовник, и когда она с ним расстается, она понимает, что она в какой-то веке осталась одна, и вот ей уже, по моим подсчетам, где-то около 35 лет, потому что она пишет, что первые 15 лет жизни, осознанной взрослой жизни, я постоянно была чьей-то женой. И вот только расставшись с ними всеми, я наконец-то могла подумать о том, кто же я такая сама. И вот, то есть первая часть книги про любовь, а вторая часть уже про Пегги как меценатку, как искусствоведа, как собирательницу искусства. Но пока вот мы все еще в Париже, пока она все еще молодая, тусуется и поражается богемным развратом и уже заводит своих первых любовников. Когда я осознала, что наша совместная жизнь с Гармоном закончена, я оказалась лишена всякого занятия. До этого 15 лет я только и делала, что была чьей-то женой. Проблему решила моя подруга Пегги Уолтман, которая предложила мне открыть свое издательство или галерею искусств. Как хорошо, когда у тебя есть такие опции в жизни. Я сразу же отмела идею издательства, поскольку сочла ее слишком дорогостоящей. Откуда мне было знать, что очень скоро искусство отнимет у меня $1000? И с этой главы начинается совершенно новая жизнь, когда ее главным девизом становится «по картине в каждый день», «покупай картину каждый день». И именно этого принципа она придерживалась до начала Второй мировой войны, когда, понятно, вся Европа, в том числе Франция, где они тогда жили, была уже в агонии, художники хотели выезжать, они продавали произведения искусства за бесценок и, в принципе, обладая интуицией, на этой великой распродаже искусства Пегги сколотила себе огромный капитал, который под конец жизни намного превысил ее капитал, доставшийся ей от отца. Ну, кстати, в принципе, самое интересное же в современном искусстве — это то, что как мы можем его обыгрывать. Вот, например, девчонки как раз на заднем плане последние 15 минут тягают вот эти пуфики, перестраивают. Мне кажется, они делают фигуру пениса. В любом случае, это классно, что современное искусство разрешает нам играться с изображениями и присаживаться на них, передвигать их. Вот, например, один из советников Пегги Гугенхайм был Марсель Дюшан. Марсель Дюшан, знаменитый, который
ready-made унитаз, который сказал, что теперь это будет искусством. То есть понятно, что он заботился о том, что искусством стало признаваться все, что угодно, и вот как памфлет, как апогей этого он решил приобрести в хозяйственном магазине, он приобрел унитаз, выставил его на выставке современных художников и сказал, что теперь это будет предмет искусства, потому что я таким его называю. И вот как раз-таки Дюшан советовал Пегги инвестировать в начинающих молодых художников. Он сказал, у тебя наследство не такое большое. Ну, я утрирую, конечно, но это правда. Наследство у Пегги было, правда, не такое большое, как у всех остальных в ее семье. Она всегда чувствовала себя немного обделенной по сравнению со всеми остальными своими родственниками. Так как ее отец погиб, и там что-то не досталось им часть состояния, в любом случае она была более бедной родственницей по сравнению со всеми остальными. Мне даже интересно, что они строят. Вот. И Дюшан ей говорит, покупай молодых художников, на богатых не потянешься, признанных художников не потянешь, покупай молодых, на которых есть деньги. А вот молодые художники, такие же, как Дюшан, сюрреалисты, говорили, мы сами создаем искусство, у нас свой концепт, и мы его сами придумываем, а еще искусство – это все, что мы назвали искусством. И настолько интересно читать книгу, в которой упоминаются, рассказываются самые какие-то душевные, интересные моменты из жизни людей. Например, зачитаю про Дюшана, что писала Пегги. Марселя многие добивались. Заслужить его привязанность было непросто, и в любом случае он не одобрял той безумной жизни, которую Мэри вела в «Быке на крыше» в обществе геев. «Бык на крыше» — один тоже из легендарных ночных клубов Парижа, не ночных клубов, клуба просто, где собиралась интеллигенция на Монпарнасе, вот тоже начало 20 века. Ее хороший друг Моисей давал ей кредит в своем ночном клубе, и она прорабатывала там несметные суммы. Марсель был загадочным человеком. Он ничего не нарисовал с 1911 года, со времен обнаженной спускающейся по лестнице. Эта картина прославила его. Теперь он только играл в шахматы и даже состоял в шахматной сборной Франции. Еще он покупал и продавал работы Бранкузи. Марсель был статным нормандцем и походил на крестоносца. Каждая женщина в Париже мечтала оказаться в его постели. Его главным недостатком были некрасивые любовницы. Мэри для него была слишком красива, но в конце концов каким-то образом смогла его добиться. Это заняло у нее годы, но, вероятно, тем больше она пережила острых ощущений. Я обожаю эти книги именно за такие пассажи, за этот ироничный, веселый тон, рассказывающий о интересной, веселой, разгульной жизни. В принципе, тут мы подходим к третьему мужу Пегги Гугенхайм, а конкретно к сюрреалисту, известному художнику, богатому, красивому и сексуальному Максу Эрнста. И именно его работ очень много выставлено в музее Пегги Гугенхайм, который находится в Венеции. И вообще Пегги сама очень любила Венецию. Она туда приехала в первый раз, наверное, когда ей было лет 17-18. Она еще тогда увлекалась классическим искусством, она любила посещать церкви. Барочный стиль ей был интересен, и вот она обожала Резкина, обожала саму Венецию, бродить по узким улочкам, и именно в этом городе она и основала свою коллекцию. И интересно, что после окончания мировой войны, когда все жизнь в Европе вошла, в принципе, в привычную колею, Европа, в принципе, наоборот, радовалась тому, она в такие декадентские годы вошла от празднования, то, что война закончилась, Пегги решается вернуться в Италию, потому что она влюблена в Италию, она с детства любила этот город, она приезжала туда, начиная, по-моему, с 18 лет, еще с первым мужем, с Лоренсом, который ее влюбил в Венецию, и с тех пор она постоянно туда приезжала, и вот в итоге в 1947 году она открывает там свой музей современного искусства Пегги Гугенхайм, который на данный момент является одним из самых популярных музеев современного искусства во всей Италии. Очень популярное место, я буквально была там несколько месяцев назад. Одно из моих любимых мест в Венеции. И я в Венецию ездила не просто так, я ездила на биеннале. А в 1948 году Пегги же тоже участвовала в биеннале, и, что интересно, ее коллекцию тоже показали, и именно от ее имени. То есть ее коллекция была представлена именем Гугенхайм. Это единственный случай в истории, когда павильон был назван не именем страны, а именем коллекционера. Зачитаю сейчас свои любимые цитаты из книги. Обладая финансированием музея и имея возможность посвятить все свое время одному делу, я поставила перед собой четкую задачу – покупать одно произведение искусства каждый день. Мы обязаны понимать,
Современное искусство – это наш моральный долг. Весь мир убежден, что Венеция – идеальный город для медового месяца. И грубо ошибаются. Жить в Венеции или же просто ее посещать – значит влюбляться в этот город. Когда это случилось, вам уже нет дела до кого-либо еще. Это, кстати, правда. Я в Венецию часто езжу одна или с подругой, потому что я очень люблю ходить по этому городу в одиночестве, бродить, и у меня точно никогда бы не поехала в этот город на медовый месяц. Он настолько самодостаточен и настолько привлекает к тебе внимание своей самобытностью и оригинальностью, что, правда, это не тот город, где хочется подумать о партнере. Я согласна в этом плане с Пегги. Венеция не просто город мечты и свободы, это также город радости и удовольствия. И дальше вот про мужа Макса Эрнста, про которого я начала рассказывать. Единственной необходимостью Макса Эрнста для того, чтобы рисовать, было спокойствие. Единственной моей потребностью была любовь. Наш союз был обречен. Ни один из нас не давал другому то, чего мы желали больше всего. И последнее, то, что, в принципе, наверное, может подсуммировать всю жизнь Пегги и ее стиль, который стал известен. Ее стиль, между прочим, каноничный. Ее собаки, ее путешествие в гондоле, известной на середине Большого канала в Венеции, и то, как она одевалась, потому что она, в принципе, поощряла художников и в том числе носила их произведения искусства на себе. В одном ухе я носила сережку работы Ива Танги, в другом – сережку работы Александра Колдера. Я делала это, чтобы продемонстрировать свое беспристрастие как в отношении сюрреализма, так и в отношении абстрактного искусства. Я всегда ненавидела поп-арт. За это я люблю Пегги, потому что я тоже не очень люблю поп-арт. В общем, у меня такое немножко сметущие получились чувства, эмоции. Это мой первый отзыв от книги. Может быть, я попробую дальше делать их более структурирован. Но мне, надеюсь, получилось передать эмоциональный настрой этой книги и рассказ про любовные, сексуальные приключения богатой женщины и всех ее сопутствующих лиц, которых она выводит в этой книге персонажей на начале 20 века. Это эпоха жизни интеллигенции богемы между двумя войнами, между Первой и Второй войной. Это история одной женщины, которая решила посвятить себя коллекционированию и покровительству искусства и собрала замечательную коллекцию, одну из самых значимых коллекций в мире современного искусства начала 20 века. Легкий язык, он изящный, он очень приятный, и мне кажется, эта книга может быть отличным подарком как самой себе, так и всем людям, которые так или иначе интересуются искусством. Потому что, знаете, она написана не скучным языком искусствоведа, который сухо перебирает факты и сухо рассказывает о картинах. Тут и личные истории, и описание искусства, и описание картин, и все это составляет такую очень интересную гамму-картину. В общем, обязательно почитайте книгу. Если будете в Венеции, обязательно сходите в музей Пегги Гугенхайм. И если вы в Париже, обязательно сходите в центр Помпиду, потому что именно там выставлены большинство из этих художников, о которых мы сегодня упоминали. Потому что именно Париж до Второй мировой войны, когда из Европы вынуждены были уезжать художникам, был местом сосредоточения всех лучших художников, скульпторов и деятелей искусства. Как жаль, что он потерял это звание, как жаль, что из-за войн люди были вынуждены уезжать, и именно Нью-Йорк после Второй мировой войны стал главным местом культурной столицы. Может быть, он до сих пор ее удерживает вместе с Лондоном. К сожалению, это уже не Париж. Вот, на такой позитивной ноте мы заканчиваем это видео. И я рада, что я наконец начала снимать обзоры свои на книги, свои впечатления, делиться вдохновением.